Голоса снизу. Часть первая. Карта. Я никогда не верил в паранормал. Для меня существовали только бетон, арматура, ржавая вода и схемы вентиляции. Диггерство для меня было не способом пощекотать нервы, а способом понять город, залезть под кожу мегаполиса, увидеть его скелет. Каждая вентиляционная шахта, каждый кабельный коллектор, уходящий в непроглядную темноту, казались мне элементами огромного, сложного, но абсолютно логичного механизма. В нем не было места мистике, только физика, сопромат и законы гидравлики. Если где-то капала вода, значит нарушена гидроизоляция шва. Если из темноты тянуло сквозняком, значит где-то выше работала мощная вытяжка. Все имело свое объяснение. Мой напарник Леха говорил, что я сухой как пыль. Он любил мистику, часами мог рассказывать под сигаретный дым про голоса в трубах, черные фигуры в коллекторах и подземных жителей, оставшихся здесь со времен сталинских строек. Я только отмахивался и крутил пальцем у виска. Акустика в подземельях – штука сложная, обманчивая. Звуковая волна может отражаться от бетонных сводов десятки раз, искажаясь до неузнаваемости. Вода течет по трубам с разной скоростью. Поезда метрополитена вибрируют за 3 километра, заставляя резонировать пустые пространства, а старые подземные свалки и скотомогильники выделяют метан и углекислый газ, вызывая удушье и легкие галлюцинации. Человеческий мозг – эволюционно обусловленный механизм поиска закономерностей. Он сам дорисовывает знакомые образы и голоса там, где их никогда не было. Ему проще поверить в призрака, чем смириться с хаотичным шумом пустоты. Все изменилось в прошлый вторник. Леха скинул мне сообщение в Телеграм поздно вечером. Я уже собирался спать, когда экран телефона вспыхнул текстом. Нашел вход, заброшенная ветка метро 2, 1970-е. Не нанесена ни на какие карты. Глубина 85 метров. Хочешь? К сообщению прилагался размытый скриншот старой советской геоподосновы, на которой блеклым карандашом поверх официальных трасс коммуникаций была прочерчена едва заметная пунктирная линия, уходящая далеко в сторону от гражданских линий. Я, конечно, согласился. Такое предложение для диггера все равно, что карта сокровищ для пирата. Забытые спецобъекты времен Холодной войны попадались все реже. Большинство из них давно были заварены, залиты бетоном или взяты под строгую охрану ФСО. Найти нетронутый бункер или заброшенный перегон на такой глубине – шанс, выпадающий раз в жизни. Метро находилось в глухой, полузаброшенной промзоне за станцией метро «Юго-Западная». Вокруг высились глухие бетонные заборы с ржавой колючей проволокой. Выли сирены далеких ТЭЦ, а под ногами хлюпала маслянистая жижа. Мы пробрались мимо спящего охранника в полузаброшенный ангар, где когда-то ремонтировали строительную технику. Обычный люк, присыпанный землей и строительным мусором,
скрывался под тяжелой кучей старых железнобетонных колец. Нам пришлось изрядно попотеть, используя монтировки, чтобы сдвинуть верхнюю плиту и обнажить массивную чугунную крышку со стершейся пятиконечной звездой. Когда мы с трудом откинули ее в сторону, из темноты не просто пахнуло, оттуда рвануло ледяным воздухом. Но это была необычная подземная сырость с примесью гнили и ржавчины. Этот запах был стерильным, абсолютно сухим и невероятно холодным. Термометр на моем запястье стремительно пополз вниз. Ощущалась какая-то аномальная, нулевая температура, несвойственная для летнего подземелья. И тишина. Такой тишины в черте мегаполиса просто не могло существовать. Город наверху всегда производит гул. Гудят проспекты, вибрируют кабели под напряжением, шумят водопроводные узлы. Здесь же стояла абсолютная звенящая тишина. Это была тишина внутри тишины, словно нас отрезала от остального мира толстым слоем звукоизолирующего вакуума. «Слышишь?» – шепотом спросил Леха, когда мы один за другим спустились по вертикальной ржавой шахте, цепляясь за ледяные скобы. Спуск казался бесконечным, руки быстро занемели от холода. Наши тактичные фонари выхватили из темноты красноватые стены круглого тоннеля. Здесь не было привычной тюбинговой обделки или ровных слоев штукатурки. Грунт казался голым, но при этом каким-то неестественным, словно пропитанным густым застывшим химическим составом. «Ничего не слышу», — ответил я, но безбожно соврал. Я слышал, как в моих собственных ушах звенит отчаянное отсутствие звука. Барабанные перепонки давило с такой силой, будто мы без декомпрессии нырнули в ледяную океанскую бездну. Давление воздуха казалось слишком плотным, физически ощутимым. Туннель уходил по прямой линии на юго-восток. Пол был идеально сухим. Это поражало больше всего. На глубине более 80 метров грунтовые воды всегда находят лазейку. Обычно под землей под ногами всегда стоит вода. Хлюпает жидкая глина. С потолка свисают известковые сталактиты. Здесь же, под нашими тяжелыми берцами, скрипел мелкий, как тальк, странный серый песок. Он не поднимался пылью, а словно прилипал к подошвам, поглощая звуки шагов. Мы шли около 40 минут, постепенно теряя чувство времени. Леха двигался впереди, методично водя лучом мощного поискового фонаря из стороны в сторону. Я шел следом, сверяясь со своим навигатором, но GPS, разумеется, сдох еще на первых метрах спуска, а механический компас начал вести себя странно. Его стрелка лениво покачивалась, не желая фиксироваться на севере. Стены тоннеля вели себя непредсказуемо. Иногда они сужались так, что нам приходилось идти боком, протискивая рюкзаки сквозь шершавый красноватый камень. Изредка они резко расширялись в огромные циклопические карманы, технологические залы неизвестного назначения. В этих пустотах даже луч моего мощного светодиодного фонаря на 1000 люмен бессильно растворялся в плотной, прожорливой черноте, не достигая противоположных стен.
В одном из таких карманов я случайно зацепил взглядом странную неровность на стене. Я подошел ближе и замер. На красноватой породе была видна надпись. Стиль букв напоминал старый дореволюционный шрифт с ятями и твердыми знаками на концах слов. Но выведены они были с пугающей четкостью. Текст гласил: «Не ходите вниз, внизу нет дна». «Кто-то из наших пошутил, из старой гвардии диггеров», — сказал я, пытаясь вернуть себе привычную уверенность и прогнать подступивший к горлу липкий комок. Притащили трафарет и развлеклись. «Чернила не те, Кир», — тихо ответил Леха. Он подошел вплотную и медленно провел обнаженным пальцем по контурам букв. В его голосе не было привычного азарта, только странная, пугающая сосредоточенность. Это не краска и не граффити. Стена сама это выдавила. Смотри внимательно, структура грунта здесь совсем иная. Порода была мягкой, как пластилин, когда эти слова проступали наружу, а потом за секунду затвердела. Я перенаправил луч налобного фонаря прямо на буквы. Леха был прав. Ровные края символов не были нанесены поверх камня. Они являлись монолитной частью самой породы. Они буквально выросли из камня, словно окаменелые вены или кристаллы, сформировав зловещее предупреждение. Я прикоснулся к ним. Они были ледяными, гораздо холоднее окружающей стены. Мы молча переглянулись и, не сговариваясь, пошли дальше, ускоряя шаг. Часть 2. Шепот. Примерно через час непрерывного хода монотонный туннель резко раздвоился. Левая ветка круто, под углом градусов 30, уходила вниз, в глубокую неизвестность. Правая продолжала идти горизонтально, плавно изгибаясь. Я, повинуясь инстинкту самосохранения и диггерскому опыту, предложил пойти направо. Там, по крайней мере, можно было надеяться на выход к какому-нибудь вентиляционному стволу гражданского метрополитена или кабельному коллектору. Леха же наотрез отказался, упрямо уставившись в левый проход. «Там температура ниже», — сказал он, демонстрируя мне экран своего лазерного пирометра. Красные цифры прибора моргали, показывая безумные значения. -2 градуса по Цельсию. И это в середине июля, понимаешь? Внизу есть постоянный приток воздуха. Там что-то есть. Какая-то огромная вентиляционная система или подземный узел. Нам туда. Я не стал долго спорить. Оставлять напарника одного под землей – это смертный грех и нарушение всех мысленных правил безопасности. Мы были связаны одной веревкой, одним уговором и годами совместных вылазок. Склон левого тоннеля оказался пологим, невероятно скользким. Привычный серый песок здесь внезапно исчез, уступив место странной породе, похожей на слюду или колотый черный хрусталь. Она искрилась в лучах фонарей миллионами мелких граней, ломая свет и создавая причудливые блики. Материал под ногами был ломким, со свистом рассыпался под подошвами, и наши шаги стали звучать неестественно громко, раскатываясь по тоннелю сухим колючим эхо. Отражения наших фонарей безумно прыгали по кристаллическим стенам.
В какой-то момент, всматриваясь во вспышки света, я поймал себя на пугающие мысли. Мне казалось, что впереди движутся два луча. Нет, три. Один луч шел от моего налобника, второй от мощного фонаря в руке Лехи, но третий, узкий пучок блеклого синеватого света рождался где-то глубоко впереди, в самой гуще темноты. Он не приближался и не удалялся, он просто существовал там, словно отражаясь от невидимого зеркала. Но никакого зеркала или отражателя на заброшенном объекте быть не могло. «Лех, выключи свет на секунду и сам замри», – попросил я, перехватив его за плечо. Моя ладонь почувствовала, как крупно дрожит его куртка. Мы синхронно погасили свои фонари. Тьма навалилась мгновенно. Она была настолько плотной, тяжелой и осязаемой, что ее, казалось, можно было трогать руками. В такой абсолютной темноте человеческие органы чувств обычно обостряются до предела. Я ожидал услышать стук собственного сердца, бешено колотившегося в груди, или тяжелое прерывистое дыхание Лехи через фильтр респиратора. Но вместо этого я услышал совершенно другое. Шорох. Нет, это были не крысы, бегающие по дренажным канавам, и не капли грунтовых вод, бьющие по металлу. Это был шепот. Бесконечный, многоголосый, сухой шепот. Его частота была настолько непривычной для человеческого уха, что поначалу мозг воспринимал его как шорох сухого песка, пересыпающегося по бетонному полу под порывами ветра, словно миллионы маленьких невидимых ртов одновременно шевелились прямо внутри кристаллической структуры стен, перетирая звуки между каменными зубами. «Ты слышишь это?» – спросил я. Мой голос дрогнул, сорвался на сиплый фальцет и прозвучал жалко в этой огромной утробе. «Да», – Леха ответил не сразу. Его голос изменился, в нем больше не было страха, удивления или беспокойства. Он звучал пугающе спокойно, завороженно, словно Леха слушал любимую, давно забытую мелодию, которую наконец-то вспомнил. Они говорят на языке, который давно забыт наверху. Но я понимаю отдельные слова, Кир. Они пробиваются сквозь шум. Какие еще слова? Леха, хорош башковать, включай свет и пошли обратно. Я нащупал кнопку своего фонаря, но пальцы словно окаменели, отказываясь подчиняться командам мозга. «Соль!» Медленно, по слогам произносил Леха, словно переводя невидимый текст. «Кость! Пароль!» Они требуют пароль, Кир. Они спрашивают, зачем мы пришли в их дом без разрешения. С трудом преодолев оцепенение, я силой нажал на кнопку. Яркий сноп белого света разрезал тьму. И наваждение на мгновение отступило. Кристаллические стены снова стали просто мертвым камнем, отражающим светодиоды. Но то, что открылось нашему взору, заставило меня похолодеть. Мы стояли на самом пороге колоссального подземного зала. Его масштабы потрясали воображение. Своды уходили вверх так высоко, что даже сфокусированный луч моего поискового фонаря растворялся в вышине, не достигая потолка. Это пространство напоминало гигантский собор,
выдолбленный внутри скалы неизвестной цивилизацией. Но самым жутким было то, что находилось в самом центре этого пустого мертвого зала. Там стояло одинокое кресло. Обычное, на первый взгляд, офисное кресло на колесиках с высокой спинкой и подлокотниками. Такие тысячами закупают в коммерческие конторы. Но когда я сделал пару шагов вперед и перенаправил на него свет, к горлу подступила тошнота. Оно было оббито не дешевой тканью, не кашзамом и не эко-кожей. Оно было обтянуто грубой, пожелтевшей от времени человеческой кожей. Я не был судебно-медицинским экспертом, но характерные анатомические швы, неровные края кусков и отчетливо видимые, забитые вековой пылью следы волосяных луковиц невозможно было перепутать ни с чем другим. Кресло выглядело так, словно его шили совсем недавно, но материал для него собирали веками. «Уходим немедленно. Леха, это не шутки. Это какой-то притон сектантов или черт знает что. Назад к люку». Я схватил напарника за рукав штормовки и изо всех сил дернул назад. Леха даже не пошевелился. Он стоял как вкопанный, словно его ноги пустили корни в этот скользкий черный хрусталь. Его взгляд был намертво прикован к дальней части зала, туда, где темнота была настолько густой, плотной и маслянистой, что казалось чернее самого черного бархата. «Мы пришли сюда не за тем, чтобы бежать», – тихо, безжизненно ответил он, медленно убирая мою руку со своего плеча. «Посмотри туда, Кир. Там кто-то есть, и он ждет нас». Часть 3. Станция Коллектор 6. На тех старых, полулегальных схемах, которые Лехе удалось раздобыть у диггеров-ветеранов, эта глубокая точка была скромно обозначена как Коллектор 6. Обычный технический узел для сброса сточных вод или кабельного разветвления. Однако на деле перед нами развернулась целая заброшенная подземная станция. Здесь была широкая перронная платформа, выложенная серым, нешлифованным гранитом, массивные круглые бетонные колонны, подпирающие невидимый свод. Но не было главного – никаких рельсов, шпал и контактных рельсов. Вместо привычных путей метрополитена вдоль платформы тянулся глубокий, широкий ров, и заполнен он был вовсе не водой. Ров до самых краев был залит чем-то темным, тягучим и абсолютно однородным. Густая маслянистая масса не шевелилась. На ее поверхности не было ни единой капли отраженного света, ни единой складки. Первой мыслью было мазут или сырая нефть, оставшаяся здесь после каких-то промышленных испытаний. Но любая органика, любая нефтефракция неизбежно давала бы характерный радужный отлив или светилась бы в ультрафиолетовом спектре наших фонарей. Здесь же была просто тьма в ее жидкой физической форме. Жижа буквально впитывала в себя свет, словно черная дыра, не возвращая обратно ни единого фотона. На серых бетонных колоннах кое-где сохранились эмалированные информационные таблички, но надписи на них были сделаны не на русском, не на английском и даже не на латыни. Буквы состояли из резких,
угловатых ломаных линий, больше всего напоминающих трещины на лобовом стекле автомобиля после сильного удара или морозные узоры. Когда я пытался сфокусировать взгляд на этих символах, пытаясь разобрать хотя бы намек на значимый корень, в глубине моей головы начинала разрастаться острая пульсирующая боль. Это не было похоже на обычную мигрень от усталости или перепада давления. Ощущение было такое, словно кто-то аккуратно ввел под мой череп тонкую, раскаленную до бела стальную иглу и медленно вращал ее, пытаясь нащупать зрительный нерв. Леха, не обращая внимания на мои стоны, медленно достал из бокового кармана рюкзака свой старый, потрепанный цифровой диктофон «Олимпус». Он зажег красный огонек записи и поднес прибор к самым губам. Запись номер 4. Мы находимся на объекте, предположительно идентифицируемом как коллектор-6. Глубина по альтиметру примерно 95 метров от уровня поверхности. Его голос на записи звучал монотонно, как у робота. Структура вмещающей породы полностью аморфная, кристаллическая. Фиксируется мощнейшая электромагнитная аномалия. Стрелка механического компаса вращается хаотично. Электронные приборы выдают системные ошибки. Компас врет ровно на 180 градусов. Ощущается чье-то явное присутствие. Оно не физическое, оно ментальное. Оно давит на сознание, транслируя образы. «Выключи ты это дерьмо!» Сорвался я на крик. Подбежал к нему и с силой ударил по руке. Диктофон не упал. Леха мертвой хваткой вцепился в пластиковый корпус. «Ты ведешь себя как конченый придурок, как герой дешевого ужастика для подростков. Хватит пороть чушь, давай быстро снимем координаты по лазеру. Зафиксируем направление, сделаем пару кадров стен и валим отсюда к чертовой матери. Здесь опасно, мы можем просто задохнуться газом». Леха медленно, со скрипом шейных позвонков, повернул голову в мою сторону. В ярком луче моего фонаря я, наконец, во всех деталях разглядел его лицо. Сердце в груди пропустило удар, а затем пустилось вскачь. Его кожа стала пепельно-серой, не грязной, не покрытой подземной пылью или гарью. Она приобрела трупный, землистый оттенок, словно из капилляров в один миг ушла вся кровь. И улыбался он совершенно чужой, неестественной улыбкой. Губы были растянуты так широко, что в углах рта лопнула кожа. И оттуда поползли тонкие струйки темной сукровицы. Его зубы казались слишком белыми, слишком ровными. «Мы не уйдем отсюда, Кир», — сказал он, но это был не его голос. Тон был более глубоким, вибрирующим, лишенным каких-либо человеческих интонаций. Словно звук рождался не в гортани, а транслировался из самой глубины бетонных стен. «Мы не можем уйти, потому что мы только что вошли. Нас здесь очень долго ждали». С этими словами он сделал уверенный шаг вперед, прямо к самому краю гранитного перрона, за которым колыхалась бездонная черная жижа. «Леха, сука, стой, тормози!» Заорал я, бросаясь к нему, вытянув руки вперед в отчаянной попытке перехватить его за поясной ремень рюкзака. Но он не остановился. Он просто сделал очередной шаг в пустоту, шагнув за пределы платформы. Я зажмурился,
ожидая услышать тяжелый всплеск густой массы. Но его не последовало. Когда я открыл глаза, Леха не упал в воров. Он завис. Он стоял прямо в воздухе, в метре над зеркальной поверхностью черной жижи. Словно под его ногами находилась невидимая, идеально ровная стеклянная плита. Затем он медленно, плавно, словно в невесомости, развернулся над рвом лицом ко мне. Его глаза. Глаз больше не было. На месте белков, зрачков и радужки зияли две абсолютно черные, глубокие пустоты. Бесформенные дыры, проваливающиеся внутрь черепа, из которых не капала кровь, но явственно тянуло тем самым могильным холодом. «Ты ведь тоже слышишь эти голоса, Кир?» – произнес он, и на этот раз он заговорил моим собственным голосом, с моими интонациями, с моими речевыми привычками, с моей легкой хрипотой. Этого мой мозг выдержать уже не мог. Рациональный мир, который я так бережно выстраивал годами, из формул, чертежей и строительных норм, с треском рухнул, погребая под собой остатки здравого смысла. Я развернулся и побежал. Часть 4. Лабиринт. Я не помню, как летел обратно по этим проклятым холодным тоннелям. В памяти сохранились лишь обрывочные, разразненные вспышки, словно кадры из старой, поврежденной кинопленки. Помню только, что мои ноги двигались гораздо быстрее, чем я успевал соображать. Инстинкт выживания, первобытный животный страх гнал меня вперед. Луч моего фонаря отчаянно, бешено прыгал по стенам, выхватывая из темноты то бесформенные каменные выступы, то длинные, извилистые трещины, напоминающие тянущиеся ко мне пальцы. Тоннель стремительно менялся прямо на глазах. Те повороты и залы, которые мы с Лехой проходили час назад, исчезли. Пространство перестраивалось, стены словно дышали. Они то сужались, заставляя меня обдирать плечи об острые выступы, то раздавались вширь. Грунт под ногами тоже вел себя неестественно. Твердый кристаллический хрусталь местами сменялся мягкой, податливой массой, которая проминалась под моими берцами, напоминая живую, теплую плоть. Каждый шаг давался с огромным трудом, словно земля пыталась удержать меня, засосать в свои глубины. В какой-то момент я понял самое страшное. Я заблудился. Окончательно и бесповоротно. Вместо одной развилки, которую мы проходили на пути сюда, передо мной внезапно возник целый веер из 4 радиальных тоннелей. Все они уходили в разные стороны, погружаясь в абсолютную тьму, и все они пахли совершенно одинаково, резким удушливым запахом горячей листовой меди, озона и чем-то приторно-сладким, тошнотворным, напоминающим разлагающиеся в закрытом помещении цветы. Я остановился, прислонившись спиной к шершавой стене. Я задыхался. Воздух из респиратора обжигал легкие. Сердце колотилось где-то в районе горла, готовое вот-вот выпрыгнуть наружу. Глаза застилал липкий пот. И именно тогда, в наступившей паузе, я услышал шаги. Они доносились из того туннеля, из которого я только что прибежал. Медленные, тяжелые,
шаркающие звуки. Это точно были не Лехины шаги. Леха всегда носил качественные армейские берцы «Кобра» со остальными супинаторами и жесткой подошвой. Их отчетливый стук по камню я бы узнал из тысячи. Эти же шаги были другими, шлепающими, влажными. Так ступают по холодному камню абсолютно голые, босые человеческие ступни. «Кто здесь? Выходи, сука, у меня нож, я буду резать!» Крикнул я в темноту. Мой голос сорвался, превратившись в жалкий, хриплый писк, который моментально захлебнулся в плотной атмосфере коридора. Шаги тут же прекратились, наступила мертвая, звенящая тишина. А затем из темноты донесся звук. Вдох. Глубокий, долгий, хлюпающий вдох, будто кто-то огромный со свистом втягивал в себя разреженный воздух через узкую пластиковую трубку, до отказа забитую густой вязкой слизью. Я судорожно вскинул руку с фонарем и направил мощный луч в ту сторону, откуда доносился этот звук. Свет прорезал коридор на десятки метров. Никого. Пустой тоннель, покрытый серым песком и налетом инея на стенах. Но когда я попытался опустить фонарь, мой взгляд упал на стену справа от меня. Мое сердце замерло. Тень от моего собственного тела, отбрасываемая фонарем, выглядела неправильно. У меня было две тени. Одна моя родная, пропорциональная, в точности повторяющая контуры моего рюкзака и куртки. Вторая тень, зародившаяся чуть поодаль, была неестественно тощей, длиннорукой, с уродливой, непропорционально огромной шарообразной головой, которая едва помещалась на тонкой шее. Эта тень стояла прямо у меня за спиной, медленно, с едва заметной задержкой в доли секунды, повторяя каждое мое мимолетное движение. Я резко, со свистом, развернулся на пятках, готовый нанести удар монтировкой. Никого. Позади была лишь голая стена, и вторая тень тоже бесследно исчезла, словно ее никогда и не было. Это просто галлюцинации. Кислородное голодание, игра воображения. Мозг плывет от стресса. Вслух громко сказал я сам себе. Старое железное правило выживания в экстренных условиях под землей. Всегда говори вслух, слушай свой нормальный голос. Не давай тишине захватить разум. Соль, кость, пароль. Мгновенно отозвался тихий, вкрадчивый шепот прямо из глубины камня, к которому я прижимался спиной. Звук шел со всех сторон, вибрируя в моих собственных костях. «Да пошли вы нахуй!» Заорал я во всю глотку, теряя остатки самообладания, и изо всей силы ударил монтировкой по каменной стене. Металл звякнул, выбив сноп искр. Туннель ответил мне смехом. Это не было обычным эхом от моего крика. Это был одновременный смех сотен, тысяч самых разных людей. Мужчин, женщин, детей, стариков. Они смеялись в разнобой, захлебываясь от хохота, срываясь на визг и хрип. И этот безумный хор заполнил все подземное пространство, не оставляя места для мыслей. Я снова побежал, не выбирая дороги, не думая о последствиях. На этот раз я интуитивно выбрал тот тоннель, который, как мне показалось, имел хотя бы минимальный наклон вверх,
к поверхности. Я буквально карабкался по скользкому, крутому склону, сдирая ногти и кожу на пальцах в кровь, а шершавые кристаллы стен. Ноги проскальзывали, серый песок осыпался под моим весом, увлекая меня назад. Я падал. Больно бился коленями о камни, поднимался, задыхаясь, и снова упорно бежал вперед, подгоняемый непрекращаемымся хохотом за спиной. И вдруг я с размаху вылетел в глухой тупик. Прямо передо мной высилась сплошная монолитная стена. Она была идеально гладкой, влажной, и она пульсировала. Ритмично, тяжело, с частотой около 60 ударов в минуту, словно огромное сердце работало где-то глубоко за ней. В полубезумном состоянии я подскочил к ней и плотно прижал ладонь к сырой поверхности. Стена была горячей, не просто теплой, от нее шло явственное живое тепло, как от тела больного в лихорадке. Я с ужасом отдернул руку. На моей ладони осталась густая, алая, вязкая слизь. На вид это была чистейшая кровь, но когда я поднес ее к лицу, я не почувствовал характерного железного запаха. Она вообще ничем не пахла, словно была синтезирована искусственно. В этот момент структура стены перед моими глазами начала стремительно меняться. Поверхность пошла буграми, камень стал пластичным, и прямо из него, как из жидкого воска, начало проступать человеческое лицо. Оно не принадлежало Лехе, оно не было моим, оно вообще не принадлежало какому-то конкретному человеку. Это лицо было соткано, составлено из сотен мелких фрагментов самых разных лиц, старых, покрытых глубокими морщинами, совсем молодых, мужских, женских, детских. Черты постоянно плыли, сменяли друг друга, плавились и перетекали, но все эти бесчисленные глаза, проступающие на камне, были устремлены прямо на меня. «Ты так упорно искал правду, Тигер!» Заговорило это кошмарное месиво. Звук шел одновременно из 20 или 30 ртов, которые открывались и закрывались на поверхности стены, полной рассинхронизации. «Правда в том, что ваш город растет вовсе не вверх, как вы привыкли думать, строя свои нелепые стеклянные башни. Он растет вниз, он пускает корни глубоко в землю, и мы и есть эти самые корни. А корни всегда хотят жрать, им нужно питание». С этими словами стена с влажным треском раскрылась изнутри, раздвигаясь в стороны, словно края огромной рваной раны. Но за ней не оказалось очередного темного тоннеля или технической камеры. Там открылся целый мир, огромный, чудовищный, вывернутый наизнанку зеркальный мир, где были полностью нарушены все законы гравитации и геометрии. Вместо земли под ногами там простиралось бездонное и сине-черное грозовое небо, по которому лениво плыли рваные тучи, а вместо потолка высилась бескрайняя перевернутая твердь, бугристая почва, истыканная корнями деревьев и фундаментами зданий. Вдоль этого перевернутого пространства, покачиваясь из стороны в сторону, брели бесконечные вереницы людей. Их было тысячи, миллионы,
Они двигались медленно, как лунатики. Их одежды были серыми от пыли, и все они были пустыми. Когда луч моего фонаря случайно скользнул по их лицам, я увидел, что у них нет глаз. На их месте были лишь гладкие, затянувшиеся кожей впадины. Из их открытых ртов непрерывным потоком выходили тонкие, едва заметные серебристые нити. Нити живых голосов. Эти нити переплетались в огромные канаты, уходили вертикально вверх, прошивая толщу грунта, устремляясь туда, к поверхности, к нашему городу. Вы все, абсолютно все на поверхности, слышите нас? Прошептало лицо, пока стена медленно закрывалась. Когда вы едете в ночном метро, когда спускаетесь в подвалы своих домов, когда слушаете, как гудит вода в трубах отопления, вы думаете, что это просто технологический шум, гул вентиляции или вибрация поездов. Но это не так. Это мы говорим с вами. Мы – забытые строители этих подземелий. Мы – те, кого замуровали в стены и залили бетоном ради ваших проспектов. Мы – ваши скрытые ночные страхи. Мы – ваши сны. Одна из оторвавшихся серебристых нитей, плавно покачиваясь в воздухе, долетела до меня и нежно, как паутина, коснулась моей щеки. В ту же секунду я физически почувствовал, как внутри моей головы со щелчком переключился какой-то важный тумблер. Мои собственные родные воспоминания начали стремительно блекнуть, становиться чужими, записанными на старую пленку. Я поймал себя на пугающей мысли. Я просто сейчас, в эту секунду, не могу вспомнить, как выглядит моя мать и как зовут мою первую учительницу. Зато взамен в мою память мертвой хваткой впился чужой яркий образ. Я отчетливо вспомнил, как мои собственные руки, но чужие, огрубевшие, покрытые шрамами и грязью, бережно, кирпич за кирпичом, выкладывали свод этой самой стены в холодном ноябре 1973 года. Я помнил ту чужую, невыносимую боль в пояснице, голод и дикий, парализирующий страх перед невидимым конвоем. Я закричал от ужаса, хватаясь руками за голову, и мир вокруг меня окончательно погас. Часть 5. Выход. Я пришел в себя уже на поверхности. Я лежал на животе, уткнувшись лицом в сырую, жесткую траву, посреди того самого заброшенного пустыря в промзоне. Вокруг высились все те же бетонные заборы. Была глубокая ночь. Луна была плотно затянута тяжелыми летними облаками, и вокруг не было ни души. Никаких следов Лехи, никакой техники, только далекий, привычный гул ночного города доносился со стороны проспекта. Я судорожно взглянул на свои механические часы на запястье. Стрелки показывали 3:30 утра. Судя по времени, с момента нашего спуска прошло всего около 3,5 часов. Но моя память, мой измученный разум упрямо утверждали обратное. Я был готов поклясться на чем угодно, что я блуждал по тем проклятым кристаллическим лабиринтам под землей не меньше нескольких суток.
Прямо рядом со мной, у самого края приоткрытого чугунного люка, лежал старый цифровой диктофон Лёхи. Весь его пластиковый корпус был покрыт мелкими царапинами и налетом того самого серого песка. Я поднял его дрожащими руками, стер пальцем грязь с экрана и нажал кнопку воспроизведения последней дорожки. Запись длилась ровно 2 часа. Первые 40 минут были мне прекрасно знакомы. Там были слышны наши шаги, тяжелое дыхание, мои скептические реплики и увлеченные рассказы Лёхи о подземных тайнах. Затем на записи шло долгое, гнетущее молчание, прерываемое лишь сухим шорохом песка. Потом начались странные, пугающие звуки. Тот самый многоголосый шепот на непонятном, угловатом языке, от которого у меня снова начала ныть голова. И под самый конец, на последних минутах записи, из динамика раздался мой собственный голос. Но самое жуткое заключалось в том, что эти слова были наговорены после того, как я в панике убежал от рва, и записаны они были в абсолютно пустом помещении. Фир, если ты это слышишь, никогда больше не возвращайся сюда, не ищи меня. То, что ты видел на станции, это всего лишь первая, самая верхняя ветка, всего их 7, и они уходят в самую глубину земли. И одна из этих веток, 7-я, самая глубокая, проходит прямо под твоим домом, точно под твоей квартирой. Голоса уже записали твой адрес, они знают, где ты спишь. Они всегда знали, они просто терпеливо ждали, пока ты сам спустишься сюда и откроешь им дверь. Я в ужасе нажал на паузу, а затем судорожно перемотал запись на несколько минут назад и включил снова, надеясь, что мне послышалось. Но в динамике больше не было никаких слов, там стояла лишь ровная, шипящая, мертвая тишина, изредка прерываемая сухим шорохом пересыпающегося песка. Я вскочил на ноги, из последних сил схватив валявшуюся рядом тяжелую бетонную плиту и свайные обломки и кое-как, надрывая спину, забросал ими чертов люк, засыпав сверху кучами мусора и земли. После этого я добежал до ближайшей освещенной трассы, поймал попутку и уехал к себе домой, пообещав себе навсегда забыть дорогу, ту промзону. Но это не помогло. Прошлой ночью я внезапно проснулся ровно в 3 часа. Без видимой причины. Не было никаких кошмарных снов. Сердце не билось в панике. Я просто открыл глаза и сел на кровати. В квартире стояла тишина, нарушаемая лишь мерным, раздражающим звуком. В ванной комнате капала вода. Обычное дело для старой пятиэтажки с изношенными коммуникациями. Я нехотя поднялся, нащупал тапочки и на автопилоте пошел в ванную, собираясь поплотнее закрутить вентиль. Но когда я зашел и зажег свет, я замер на пороге. Оба крана, и горячей, и холодной воды, были закручены до упора. Смеситель был абсолютно сухим. Вода капала прямо из центра большого настенного зеркала, висевшего над раковиной. И это была вовсе не вода. По гладкому стеклу, оставляя грязные, жирные следы, медленно стекала густая, маслянистая черная жижа.
точности похожая на ту, что заполняла ров на станции «Коллектор-6». Я поднял глаза и посмотрел на свое отражение, но из зеркала на меня смотрел не я. Из замутненного стекла, сквозь потеки черной грязи, на меня смотрел тот самый бесконечный кристаллический тоннель и то самое жуткое лицо, сотканное из сотен чужих черт, плавилось прямо посреди коридора и широко, торжествующе улыбалось мне всеми своими ртами. «Ты так и не понял, Кир. Ты не закрыл за собой дверь». Хором прошептали рты, и этот звук эхом разнесся по всей моей маленькой ванной. «Ты принес нас с собой на подошвах своих берцев, в своих мыслях, в своей памяти. Теперь мы живем в твоем доме. И знаешь, нам здесь очень нравится. Здесь тепло». В припадке безумной ярости и страха я схватил стоявшую на полке тяжелую стеклянную банку с солью для ванны и со всей силы швырнул ее в зеркало. Стекло с оглушительным звоном разлетелось на тысячи мелких осколков, которые посыпались в раковину. За разбитым зеркалом открылась самая обычная ровная бетонная стена моей квартиры, оклеенная старыми, пожелтевшими розовыми обоями в мелкий цветочек. Никакой жижи, никаких тоннелей. Я, тяжело дыша, вернулся в комнату, натянул одеяло до самого подбородка и закрыл глаза, пытаясь убедить себя, что это был всего лишь затянувшийся ночной кошмар наяву. Но стоило мне прижать ухо к подушке, как я снова услышал этот звук. Он шел не из окон, не из-за бетонных стен от соседей, не из труб водопровода. Сухой, отчетливый, вкрадчивый шепот раздавался прямо изнутри моей собственной перьевой подушки, вибрируя прямо возле моего уха. Соль, кость, пароль. Я не знаю пароль, я не знаю, что им ответить, чтобы они оставили меня в живых. Но я знаю одно: когда вы в следующий раз будете ехать поздно вечером в полупустом вагоне метро и вдруг услышите, как за глухой бетонной стеной тоннеля кто-то едва слышно, сухо шепчет: «Умоляю вас, не оборачивайтесь, не прислушивайтесь, не пытайтесь разобрать отдельные слова, и уж тем более не пытайтесь понять их смысл. И никогда, слышите, никогда в своей жизни не спускайтесь в заброшенные колодцы и люки, где, как вам кажется, нет дна, потому что дно у этих подземелий есть всегда. Оно просто находится совсем не там, где вы его так упорно ищете, и оно уже поднимается навстречу к вам».